Всем привет! Привет, мои хорошие! Решила я для вас записать еще один мастер-класс новогодний-зимний. Оленяшки, они не всегда только на Новый год. В принципе, они даже круглый год популярны. Поэтому вот такой вот мальчишка у меня родился. Вот такой малыш. С рожками у него рост где-то примерно 25-26 сантиметров. Соответственно, по голове где-то 22-23 сантиметра. Зависит от вашей плотности, вязания, пряжи и так далее. Постаралась использовать минимальное количество цветов. То есть, в принципе, вот основной цвет, дополнительный идет, и рожки, и ножки, и все. Просто у меня здесь другой оттенок, потому что этого мне не хватило. Вот. Вязала его из остатков. Если не использовать, не вязать свитер, да, то в принципе просто одного цвета идет. И также носик тоже вышиваю тем же самым цветом, который идет у нас. Как они называются? Скажите мне, я вам скажу. Вот. У меня... копытца. Вспомнила. У меня одни подковы на уме. Вот. Свитер я связала по одной простой причине, потому что у меня было мало основного цвета. И вот в таком вот виде расход пряжи получается буквально где-то 35-40 грамм основного цвета и где-то по 15 грамм дополнительного. Мордочка у меня здесь связана молочным цветом, но это вообще буквально там, не знаю, 3 грамма. Вот. И потом еще вот такую связала девчонку. Как вам? Тоже в свитере, потому что, соответственно, опять же, у меня мало цвета было, но и мне понравилось, как они выглядят в свитерочках. Вот такая девчонка. Вот здесь у меня уже один и тот же цвет, то есть рожки и ножки, да, только носик сделала розовым. Хвостик, кстати, тоже вот этим цветом вяжется. Так они выглядят сзади. Мне очень понравились, и мордочка у нее уже белая. То есть здесь молочная мордочка, здесь белая мордашка. Вязала я крючком 4 миллиметра, и глазки использовала 16 миллиметров. Все, больше вам ничего не понадобится, только вот черная ниточка, да, у меня Ярнар Джинс для оформления мордашки. И вот такие вот красотульки получаются. Вот такие варианты, вот если просто из плюшевой пряжи вязать. И сегодня я с вами хочу связать из Softy Plus. Кто со мной вязал мишку, уже с ней знаком, да, это та же самая пряжа. Самого олененка я буду вязать вот такой пряжей, а копытца буду ему делать просто из плюшевой. Опять же, у меня все остатки, всякие оттенки коричневого понаходила, все, что есть дома. И свитер будет зеленый. У меня тут 50 оттенков зеленого. Вот, надеюсь, что получится красавчик тоже. Скорее всего, это будет мальчик. Цвет глаз я пока еще не подбирала. Посмотрим. Вот, можем приступать к вязанию. А я хочу сказать вам огромное спасибо за ваши лайки, за ваши подписки, хорошие, добрые комментарии. Мне очень приятно. Спасибо за ваши просмотры через VPN. Кто смотрит, не знаю. Надеюсь, что кто-то смотрит. Вот. В принципе, за ваши просмотры, за то, что вы со мной вяжете, за ваши отзывы. Я очень рада, что вам нравятся мои мастер-классы и мои видео, что они для вас полезны. И кто впервые на моем канале, меня зовут Любовь. Добро пожаловать. Подписывайтесь, здесь интересно. Ну а мы приступаем к вязанию. Или к вязанию. Как-то я так сказала, что как будто через «и». В общем,
Начинаем вязать с ручки и с кольца амигуруми. Набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Я делаю 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка вяжу 6 столбиков без накида. 5 и 6. Второй ряд идет 6 прибавок, то есть по 2 столбика без накида в каждую петлю предыдущего ряда. 3, 4, 5 и 6. Девочки, кому ничего не понятно, что за прибавки, что за убавки и так далее, посмотрите мое видео для начинающих. Я оставлю ссылку в описании. И вот, ну, в ютубе вот здесь прикреплю, в Дзене не получится, да. Там объяснение, как вяжутся игрушки, что вообще происходит. То есть даже для тех, кто уже умеет вязать крючком, немножко чтение схемы вязания игрушек отличается. То есть там совсем по-другому, не как мы все привыкли вязать по схемам крючком. Поэтому посмотрите, кому интересно. Следующий третий ряд мы вяжем 12 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7. Что еще касается новогодних игрушек, у меня еще есть Мишка Санта на канале, есть динозаврик и есть дракончик. Я ссылочки тоже поставляю. Кому интересно, смотрите и вяжите. И также у меня есть платный мастер-класс на зайку в образах Снегурочки, елочки, Новый год и серпантинка. И есть большой дракон. Но это платные мастер-классы, но ссылочки на обзор я также вам оставлю. И также можете пройти на сайт Boosty и посмотреть там все мои мастер-классы платные. Кстати, бесплатные мастер-классы, которые у меня есть в PDF на данный момент, это 2 мастер-класса, Мишка и Котик. Я их загружу тоже в Boosty, вы сможете скачать абсолютно бесплатно. И на вот этого олененка я тоже сделаю PDF, загружу на Boosty, он будет стоить 100 рублей. То есть красиво оформленный мастер-класс. Кому интересно, кто любит больше вязать по описанию, вы также сможете пройти и приобрести. Вот. А мы продолжаем. И четвертый ряд у нас идет 3 столбика, 3 убавки и 3 столбика. 2, 3, 1, 2, 3 и 3 столбика. Не заканчиваем последнюю ниточку, последний столбик, обрезаем ниточку и присоединяем цвет свитера. Не обращайте внимания на вот эту вот повязку. Вот у меня, надеюсь, что следующее видео я уже буду снимать без нее. Присоединяем ниточку, но сначала оставляем вот такой вот кончик, где-то 30-40 сантиметров, чтобы потом сделать обвязку. Чтобы лишний раз не присоединять потом нитку, завязываем узелок. Вот этот вот кончик оставляем сюда вперед, а вязать продолжаем ниткой от клубка. И вяжем
9 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Теперь набиваем ручку. При этом формируйте вот этот выступ, где у нас были убавки, немножко вперед, переднюю часть ручки. И дальше вяжите еще 4 ряда по 9 столбиков без накида вверх, без изменений. Параллельно можно еще вот немножко вот здесь вот пару рядов набить ручку. Дальше уже не набиваем. Провязала я еще 4 ряда, всего у нас получается 5. Складываем ручку, чтобы вот этот выступ смотрел вперед, и не хватает провязать еще 2 столбика смещения, чтобы ровненько закрыть. 1 и 2. Теперь складываем. Все у нас получается ровненько. Ручку я набила вот до этих пор. Вот. Последние 3 ряда вообще пустые абсолютно. Закрываем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Обрезаем нитку, потом это все будем ввязывать и закрепляем. Вот так выглядит ручка. И теперь нам нужно сделать обвязку рукава. Берем нашу ниточку, которая вот у нас, которую мы оставляли. Делаем закреп, одну воздушную петлю, и потом вводим крючок наискосок между двух цветов и вяжем столбики без накида. Обратите внимание, что ручку я держу от себя. Эти петельки не затягиваем, вяжем свободно. Даже можно немножко вот их подраспускать, чтобы эта обвязка не затянулась. По идее должно получаться 9 столбиков, но я когда делаю обвязку, я никогда не считаю. Просто вяжу, сколько получается. Прям посвободнее. Ну, не прям, конечно, сильно свободно, но так, чтобы она не затянулась. Некрасиво будет смотреться. Вот сюда в последнюю также делаем столбик без накида. И в первую петельку начала обвязки делаем соединительный столбик и вытягиваем ниточку. Затягиваем ее. И теперь заправляем. Немножко подлиннее ниточку я внутри оставляю, сразу не обрезаю. Немножко путаю ее там.
Вот. Вот так выглядит ручка. И вторую такую же вяжете самостоятельно. Теперь вяжем ножку. Начинаю я тем же цветом, что и ручку, той же пряжей. И точно так же 6 столбиков в кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше 6 прибавок. 2, 3, 4, 5 и 6. Следующий ряд 3 столбика, 1 прибавка, 3 раза. 3 столбика, прибавка. Я не знаю, выпущу ли я PDF на тот момент, когда выйдет эта часть видео, первая, но на тот момент, когда выйдет вторая часть, уже точно PDF будет загружен. Вы, кстати, можете просто подписаться на мой сайт Boosty, это бесплатно абсолютно, и вам будет приходить оповещение на почту, которую вы укажете, о новых постах на моем сайте. То есть каждый новый мастер-класс, который я загружаю, будет у вас показываться, там какой-то пост и так далее. И вы уже будете в курсе. Также я загружаю там предзаказ. То есть, когда новый мастер-класс выпускаю, загружаю предзаказ, который идет там по скидке, да. Также можно будет либо приобрести, либо просто увидеть и потом уже написать мне. Следующий 4-й ряд мы вяжем 15 столбиков без накида, без изменений. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 и 15. Дальше 5-й ряд 5 столбиков, 3 убавка, 3 убавки и 4 столбика без накида. 3, 4, 5, 3 убавки, 1, 2, 3 и 4 столбика. 3, 4. Не заканчиваем, обрезаем. И теперь вяжем, уже я буду вязать софти, а вы основным цветом вашего олененка. Присоединяю нитку. И следующий ряд, смотрите, особенно это касается, если вы вяжете полностью плюшевой пряжей, я вяжу за задние полупетли, чтобы не было такого явного перехода цвета. Сейчас вам покажу. Вот. За задние полупетельки провязан, и тогда вот этих вот явных таких зубчиков нет. Ну, софти, в принципе, все равно как вязать. Поэтому свяжу просто так. Мы вяжем 4 столбика. 3, 4, 2 убавки. Убавочки из софти я тоже делаю обычные за обе стенки. И заканчиваем 4 столбика. 3 и 4. Вот. Теперь набиваем ножку. У нас сейчас на данный момент в ряду 10 столбиков.
Если я где-то не называю количество петель в ряду, забываю, просто смотрите в схеме. Я в конце каждого ряда указываю количество петель, которое должно быть. Возможно, я забываю его называть. Набили ножку, и следующие 3 ряда 7, 8, 9 мы вяжем просто по 10 столбиков без накида. Я провязала 3 ряда. Теперь на одной ножке, вот здесь у нас заканчивается вот задняя часть, мы делаем 1-2 петли смещения, потом соединительный столбик и закрываем. Вот готова у меня ножка. Вот я сделала одну петлю смещения и соединительный столбик. На второй ножке теперь нам нужно перейти вот в эту внутреннюю часть ноги. Мы делаем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. И 4 соединительный столбик. У вас может быть другое количество. Смотрите, чтобы вы оказались на середине внутренней стороны ноги. 2 воздушные петли и присоединяемся здесь тоже, где-то находим вот серединку и начинаем вязать сразу по ножке 10 столбиков без накида. Господи, я надеюсь, что я сейчас не запутаюсь тут в софте. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Так, пока все идет по плану. Дальше мы делаем 1 столбик без накида в петлю соединения, то есть туда, где вот мы начинали уже вязать, да, в тот же самый столбик. 1. Далее мы делаем 2 воздушные петли, 2 столбика без накида по воздушным петлям и еще 1 в петлю соединения. Итого мы с вами провязали 4 столбика между ножками. Дальше по этой ножке вяжем 10 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И по обратной стороне из цепочки воздушных петель мы вяжем 2 прибавки. 1 прибавка и 2 прибавки. У нас должно получиться в конце ряда 28 столбиков без накида. Я надеюсь, что у меня так и получилось. Я поставлю сейчас маркер, и мы вяжем следующий ряд. 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Прибавка должна быть посерединке.
1 прибавка и еще 15 столбиков до конца ряда. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Надеюсь, что подойдет. 11, 12, 13, 14 и 15. Ура! Все сошлось. Ура, ура, ура! Теперь у нас 29 столбиков без накида. И следующий ряд у нас какой по счету идет? Третий. Мы вяжем просто 29 столбиков без накида самостоятельно. Провязала я 29 столбиков. И следующий ряд мы вяжем 26 столбиков без накида, 1 убавка и 1 столбик. Это моя вторая игрушка из Softy Plus и вторая же на камеру. Поэтому я так радуюсь, что у меня все совпадает. 6, 7, 8, 9, 10. 25, 26. Убавочка проходит посередине спинки. И последний 1 столбик. Закончили. Теперь у нас 28 столбиков без накида в ряду. И следующий ряд у нас 5. Мы вяжем просто 28 столбиков без изменений самостоятельно. Я провязала 28 столбиков, набила вот эти вот части ножки. Мне так нравится. Вот. И теперь уже обрезала ниточку, потому что мы будем менять на цвет свитера. Ниточку оставляем подлиннее, то есть длиннее, чем оставляли на ручку, где-то там, не знаю, 60-70 сантиметров эту нитку, может даже длиннее, чтобы потом сделать обвязку снизу. Если там забудете оставить, ничего страшного, потом это можно просто присоединить. Просто чтобы лишний раз не присоединять, можно сразу оставить кончик. Завязываем узелок. И продолжаем вязать уже ниткой цвета свитера. Следующий ряд у нас идет 6. Мы вяжем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Делаем убавку. Убавки должны проходить по бокам олененка. 1 убавка. Далее идет 12 столбиков без накида. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вторая убавочка также по боку. И заканчиваем ряд 7 столбиков без накида. 4, 5, 6 и 7. Дальше у вас должно получиться 26 столбиков, и следующий ряд мы вяжем просто 26 столбиков без накида самостоятельно.
Провязала. Теперь следующий ряд 11 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Убавочка должна проходить по переду. Вы знаете, я, наверное, сделаю еще один столбик смещения, но у меня из-за софти сдвинулось. И потом сделаю убавочку. И дальше идет 10 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и убавочка. Так как я сделала 12 вместо 11, у меня больше здесь нет петелек. У вас может остаться еще одна петля, поэтому вы ее провязываете также столбик без накида. То есть вот здесь в схеме будет оригинальный. Я просто сделала петлю смещения. Теперь у вас 24 столбика в ряду. И следующий 9 и 10 ряд провязываем просто 24 столбика без изменений, самостоятельно 2 ряда. Провязала я 2 ряда по 24 столбика. Следующий ряд вяжем 2 столбика, 1 убавка, повторяем 6 раз. 1, 2, убавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. У нас получается 18 столбиков в ряду. И в следующем ряду мы должны вязать ручки. Складываем пополам тело, ручки ввязываем в 4 столбика. Ищем с краю 4 столбика. 1, 2, 3. Мне не хватает провязать еще 3 петельки до того, чтобы начать вязывать ручку. Я вяжу 3 столбика без накида. Беру левую ручку, ну как они одинаковые, просто чтобы она смотрела вперед. И ввязываю ее за 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Дальше вяжем 5 столбиков без накида по телу. 2, 3, 4, 5. Берем вторую ручку, опять же, чтобы она смотрела вперед. И ввязываем ее за 4 столбика. Ой. Очень сильно лезет пряжа. Прям вообще. Завязывать проблемка. Но ничего, зато она мягкая, классная. Так. Еще 2. 2, 3 и 4.
такое. Прошу прощения за шум. И заканчиваем ряд, провязываем оставшиеся 2 столбика без накида. Далее, следующий ряд мы вяжем 1 столбик, 1 убавка, повторяем 6 раз. 1 убавка, 1 столбик, убавка 2, 3, 4, 5. Я тут немножко внизу вяжу, не хочу, чтобы вас просто сильно отвлекал рукавчик этот, повязка. Поэтому получается ниже, чем обычно в мастер-классах. Последнюю убавку делаем, но вроде слежу, чтобы за камеру не уходила. И меняем пряжу на основную. При этом не торопитесь обрезать нитку, оставляем ее подлиннее, чтобы обвязать горло. Где-то там 50 сантиметров примерно оставляем. Лучше пускай останется кусочек лишний, чем его не хватит. И потом обрезаем ниточку. Меняем на основной цвет. Опять же завязываем узелок. И вяжем последний ряд тела, 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Все, пока вытягиваем, оставляем подлиннее и набиваем тело. Прям до упора шею не набивайте, но набить нужно, чтобы нам можно было сделать обвязку. Вот так это выглядит. И теперь мы будем делать обвязку низа и верха. Маркер, в принципе, уже можно вытащить. Делаем обвязку, держим игрушку головой к себе, когда делаем нижнюю часть. Все точно так же, как на руках и на руках, да. И вяжем столбики без накида. Также вставляем крючок наискосок и не затягиваем.
эти столбики, чтобы они шли свободно. У меня вот тут немножко софти выбивается. Когда обычный плюш, этого ничего нет. Ну и в принципе это не страшно. Ее потом туда можно немножко просто затолкать. И все будет окей. И так делаем, вяжем до конца ряда. Закончили. Вот эти вот можно спрятать. Вот их практически тут и не видно, в принципе. Но не суть, важно. Вот, обвязка низа готова. В принципе, и не видно, да? Кончик прячем. И осталось только сделать обвязку горлышка. Теперь мы держим игрушку головой от себя. И делаем все то же самое. Вяжем столбики без накида. В принципе, вот если вяжете из софти, можно вот так вот не наискосок, а поперек вставлять крючок. И тогда софти не выходит. Также не затягиваем. Вяжем горлышко. Все, у меня поезд поехал. Я, кстати, его слышу только когда записываю видео. Обычно я уже привыкла и вообще не слышу эти поезда. И соединительный столбик в последнюю. Вот здесь прям длинный кончик я оставила. Но ничего страшного, лучше длинный, чем короткий. Все, заправляете кончики. И вот такое вот классное тело в свитере у нас получается. Дальше мы будем продолжать вязать голову по шее. То есть свитер мы опускаем, а вяжем мы по вот этим вот петелькам шеи. Это уже в следующей части.